Приветствую тебя на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. В общем, поменял я свою Рязань 2600 на серверный комплект материнская плата Huanan GX 998MF Gaming Edition с процессором 2640V3, 8 ядер, 16 потоков. Чем этот тест интересен, в отличие от многих других, которые уже есть? Я его гружу и тестирую совершенно по-другому в игрушках. У меня будет запущена трансляция с веб-камеры Full HD, также захват экрана, поэтому проц будет нагружаться с видеокартой на все 110%. К чему это приведет, а также технические характеристики, тесты программные, а также игровые, смотри в этом ролике. Погнали! Итак, друзья, первое это у нас КПУ Z. Что мы здесь видим? Intel Xeon E5-V3, Haswell, 90 Вт максимальное энергопотребление, соки 2011 LGA, техпроцесс 22, что якобы у нас 2,6 ГГц. Здесь мы видим, что у нас кэш третьего уровня 20 мегабайт, что ништяк. 8 ядер, 16 потоков. Материнка у нас Huanan PCI Express 3.0. Чипсет стоит B85. Ну, здесь кастомный BIOS, хотя он везде одно и то же показывает. Ну и тут такое себе. Оперативная память DDR4 в двухканальном режиме. Всего 2 слота. XMP профиль 2.0 поддерживает. Corsair, Unix. Как бы вы видите, видюшка у меня тут GTX здесь 70 Strix. В общем-то вот так. Ну и напоследок вы видите результат КПУ Z, а именно бенч КПУ в многопотоке 3322, в однопотоке 363. Никаких манипуляций с таймингами и с памятью я не делал, все работает в автоматическом режиме, только с помощью кастомного биоса с анлоком турбобуста. Итак, результаты ID64 вы видите, да, это реальная версия, но похрен. Тут в принципе видно, что у нас память 27674 на чтение, латента 75, кэш 3 229, что вот тут оверклокит 30% на камень. Оперативную память, к сожалению, погнать не получается в силу того, что почему-то он с этими настройками после сохранения FBIOS не хочет запускать. Синий экран, типа нажмите F8, в общем, работает только в автоматическом режиме. Возможно, надо поковыряться с таймингами и выставить их вручную, но, признаться, у меня такого желания это делать нет. Давайте же перейдем к следующему тесту. Итак, следующий тест у нас Cinebench R23, самая последняя версия. Не вижу смысла тут что-то тестировать старое, это современный тест на вычисление. И давайте, собственно, запустим его и посмотрим его результат. Итак, результат Cinebench вы видите на экране. Проц у нас, повторюсь, Xeonчик E5-2640V3. Он занял здесь 8 место, опередив i7-7700K. Я вам сейчас даже покажу, сколько стоят эти камни, чтобы вы просто подофигели, насколько это все круто. То есть, видите, да, вот это? Ну, опередил же, опередил. Вот вам разница в цене. Смотрите, сколько стоит. 2640 самая низкая цена. По Воронежу 2400 рублей, 2500, 3000. Но это он, конечно, уже загнул. 2400, 2500 можно взять 2640 V3. А смотрите, сколько стоит i7-7700K. Улю-лю-лю-лю. 17 косарей. Сборка 22 тысячи. Один камень. 17 тысяч. Блин, может быть он не один. Давайте посмотрим. Компьютерная фирма Upgrade. 17 тысяч! Ребята, за 17 тысяч можно с Алика такую пушку взять, что мама не горюй. Ну да ладно, давайте-ка мы сейчас перейдем к игровым тестам и посмотрим, на что же это древняя железячечка. Вот это вот и такая дешевая, зелененькая, хуанановская материнская плата. Короче, комплект стоит 10 тысяч. Что она может в играх? Все же там ко-ко-ко, как говорит ностальжи ПК. Что он, короче, ни хера не тянет этот камень. Сейчас мы с вами узнаем, насколько он ни хера не тянет. Итак, с чего же мы начнем? С киберпука, да? Нашего. Типа игрушка, которая жрет много всего. Давайте поставим высокие настройки графики в киберпанке. Ну, как вы видите, 30 кадров держит. Но это высокие настройки графики. Извините, камень стоит 2500 рублей, ребят. А что будет, если мы поставим
Средние настройки. Ну, я считаю, что очень даже играбельно. Проц долбится в соточку почти. Не всегда, правда. Видеокарта загружена на 99%. То есть замечательно этот камень справляется. 36-40 игровых кадров тут есть. Даже вон периодически доходит до 50. Собственно, играть в принципе можно. Итак, а что у нас покажет папка? Настройки графики Full HD. Если кому интересно, ставьте на паузу. DirectX 12 экспериментальная версия. Ребят, если вы думаете, что FPS мало и этот сраный камень типа ни хрена не тащит, я вам хочу напомнить, что у меня сейчас идет запись с веб-камеры Full HD, идет запись игры, запись звука, и это все без карты захвата, это все напрямую. Ну, я не знаю, вы уверены, что 7700K вообще такое смажет? Это полноценный режим стримера сейчас. И что самое интересное, смотрите на температуру проца 60 градусов с андервольтингом получается. Видюха 57 градусов. Фреймтайм ровненький, ну, по крайней мере, пока летим. Сейчас будет одна из самых сложных для процессора задач. Прогрузка при приближении. Тут всегда идут бешеные просадки у всех камней. Ну-ка, как справляется наш процессор за, блин, 2500 на алике? Оп. Не, есть, конечно, подлагивание определенного рода, но извините, тут и задачи не из легких. Ну-ка, давайте мы сейчас. И жесткий диск нагруженный, оперативки жрет 9,7 гигабайта, считайте. Ну-ка, сейчас пойдем кого-нибудь мочканем. Да, вот есть фреймтайм иногда дергается. Ну а теперь давайте глянем, как Assassin's Creed. Так этот камень и 1070 еще никто не нагружал и такого обзора не делал. Full HD, все самое высокое стоит. Ну давайте внутренний тест производительности. Повторюсь, максимальные настройки Full HD на максимуму. Центральный процессор загружен 45%, 74%. Идет трансляция с веб-камеры, запись звука и запись на софтину, на геймкастер. Записываю экран. То есть, если мы это все отключим, у нас тут будет порядка 60-75 кадров в секунду на высоких настройках. Драйвера на видеокарту, как вы видите, стоит самая последняя версия от NVIDIA. Windows 10 корпоративная версия, Enterprise Edition 64-битка. Нагрузка центрального процессора 64, 66, 68%. И при этом, при всем, он выдает в тесте почти вон в среднем там от 40 до 55 кадров. Я считаю, что этот результат прям охрененский. Как вы видите, результаты. Максимум 84 кадра в секунду, средняя 47, 23. Ну а теперь перейдем к тесту God of War, такая хайповенькая тема на ПК. Давайте же посмотрим параметры графики. Ну, Макс, наверное, нет. Ну давайте на высоких настройках попробуем. Выставили высокие настройки графики в God of War. При этом трансляция с камеры. Здоровенный мужик, однако. Так, ребят, игровые тесты еще никто не записывал, как я. Ну, как бы результат вы видите, да? Что он на много чего способен. Итак, ну а теперь от Хидео Коджима мега-хит до недавнего времени Death Stranding. Полноэкранные, Full HD. Очень высоко. В общем, тут все, что можно, включено на максимум. Так, ну что... Death Stranding. 80 кадров, ребят, Full HD, запись камеры, запись экрана, и он выдает, гляньте, сколько. Температура проца при этом 60 градусов, видеокарты 57 градусов, использовано 9 гигабайт оперативной памяти, но при этом он... Упал. Блин, бывает же такое, а? Короче, ребят, результаты больше, чем похвала. Я серьезно. Ну что, давайте перейдем к следующему тесту. Metro Исход 2033, самая последняя версия со всеми последними дополнениями. Здесь мы видим настройки качества графики высокие, вертикальная синхронизация отключена, высокая, DirectX 12.
Оу! Итак, друзья, подводя итог, вы сами видели, что грузил я этот камень прям максимально, прям вот жестко, и камера была, и запись экрана была, и тесты игровые, и такой Cinebench был. Вы видите прекрасно, что он совсем справляется, прям вообще замечательно. Конечно, хотелось бы проапгрейдиться с 2640 в S3 на 2678, это было бы немножко пободрее. Там было бы уже 12 ядер, 24 потока, но, к сожалению, далеко не все игрушки это тянут. Но, опять же, как показывают мои сейчас тесты FPS монитор, что, в принципе, загружаются абсолютно все ядра. Я думаю, что 12 ядер и 24 потока тоже бы грузились. Почти все, может быть, не все, но многие. Стоит ли покупать вот такое взамен Ryzen 2600? Если вы занимаетесь видеомонтажом, если вы в игрушки особо-то и не играете, хотя 2640 за его 2500 бьет 7700 кей стоимостью 17 тысяч рублей. Я считаю, что взять вот такой комплект за 9-12 тысяч 16 гигабайтами оперативной памяти — это просто шикарное решение. Опять же, если вы готовы немножко повозиться, то есть сделать Unlock Turbo Boost, поиграться с таймингами, с настройками. Если вас не напрягает момент того, что вы выключаете в компе без дефаута настроек, он заново не запускается, выдает синий экран. Но опять же, я думаю, если кто-то из вас с этой проблемой уже сталкивался, пишите в комменты, чтобы я тоже эту проблему устранил. Я считаю, что это прям вот имба. При нынешних ценах на компьютерное железо всем хочется получить что-то адекватное за адекватные деньги, то, как говорится, китайский нам это дает. Хотя, опять же, взять того же Gigabyte, Asus и прочее, это все делается в Китае, и кто бы вам что ни говорил, все это хрень. Компания Huananji уже вышла давненько на нормальный уровень, они уже делают относительно качественное железо, неплохое. В моем случае все очень даже хорошо, и по цепям питания тут все здорово, но опять же они очень требовательные именно к качеству блоков питания. Если же вы собираетесь сделать сборку на подобном железе, уделите обязательно внимание блоку питания. Желательно, чтобы у него был сертификат 80 бронза, там Gold, Silver или Platinum. То есть на блок питания не экономьте. Худший вариант, который вы можете взять, это чтобы был он хотя бы сертификатом просто плюс. Я ни капли не жалею, что поменял Ryzen 2600. Я очень рад тому, что получил. Тем более у меня в материнской плате теперь есть NVMe. До этого была колорфуловская материнка на чипсете A320. Там NVMe не было, только был SATA. Здесь же, конечно, функционала побольше. И как бы работает это все на порядок интереснее. Охлаждал я камень Gamax 300, кто-то его любит, кто-то не любит, считает, что это парашка. Видюшка 1070 Asus Strix трехвентиляторная. Как вы видели температуры в тестах, все это вообще ништяково. Поэтому, если кто-то вам будет говорить, что старые ксионы, зионы, хионы и фуинаны это все говнище, то это далеко не так. Рекомендовать ли покупать такое или нет, это вы сами решаете. Читайте форумы, смотрите обзоры, видосы. То, что вы посмотрели этот видос до конца, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Правильно я тестировал или неправильно, но я старался, чтобы видосик получился достаточно интересный, чтобы он отличался от других, поэтому вот трансляцию с вебки захреначил. Full HD, чтобы это было как-то повеселее. Сейчас еще наложу музычку, и все будет огонь. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Делитесь с друзьями. Пишите вопросы, отвечаю абсолютно всем. У меня вот этой звездной болезни нет, что если ты типа снимаешь какие-то обзоры, значит похеру на свою аудиторию. Нет, мне не похрену. По возможности, если у вас адекватные вопросы, я на них буду отвечать в силу, опять же, своих каких-то навыков, знаний и прочее. Если нужны ссылочки на какие-то прошивки или где купить, тоже обращайтесь, подберу вам, помогу, чем, как говорится, смогу. Но не денег. Денег не просите, денег нет. Но вы держитесь, как сказал Дмитрий Медведев. В общем, всем, кто смотрел, большое спасибо.
С вами был канал Твой Конфиг. Меня зовут Евгений. Всем пока.